Здравствуйте, дорогие друзья! Пришло время поговорить о том, что же такое пряжа одиночная, а что такое пряжа крученая. Потому что в текстиле применяется и та, и другая. В чем разница? Та пряжа, которую получили на прядельных машинах, это пряжа одиночная. Ее можно перерабатывать в том же виде, в котором ее получили на прядельных машинах. Вот так вот выглядит одиночная пряжа. Но часто в текстиле и в ткацком, и в трикотажном производстве применяется пряжа крученая. Не крученная, а крученая. Эта пряжа получается при скручивании нескольких нитей в одну. Таких нитей можно скрутить 2, 3, 4, 5, 25. Сколько хотите, столько скручивайте. Но нужно понять, что бывает одиночная, бывает крученая пряжа. У пряжи бывает разное направление крутки. В зависимости от того, в какую сторону пряжу скручивали, направление крутки бывает правое или левое. Если пряжа имеет правое направление крутки, значит веретено на прядельной машине вращалось по часовой стрелке. Тогда витки в пряже направлены слева вверх направо. Такая крутка называется Z. По перекладине буквы Z. Витки идут вверх. Посмотрите, вот у меня есть веревочка, и вот я ее кручу. И веретено у меня вращается, в данном случае моя рука, по часовой стрелке. Вот эти витки будут направлены по перекладинке буквы Z. Это правая крутка. Если же веретено вращается в противоположную сторону, такая крутка называется S. Витки направлены справа налево вверх. Это левая крутка. Итак, правая и левая. Два направления крутки. Это очень важно, поскольку от направления крутки будет зависеть, как будет проходить процесс ткачества, вязания или какая будет крутка у швейной нити. От этого будет зависеть процесс сшивания деталей изделий. Но самое главное, к чему я все это рассказываю про направление крутки, от крутки зависит равновесность пряжи. Что же такое равновесность пряжи? Сейчас покажу. В руках я держу початок с одиночной пряжей. Эта пряжа получена на прядельной машине. Смотрите, если я отмотаю пряжу с початка, обратите внимание, она скручивается, потому что она неравновесная. Да? Пряжа неравновесная образует сукрутины. Такую пряжу крайне неудобно перерабатывать и в ткацком, и в трикотажном производстве. Но если я скрутил пряжу в два конца, она становится равновесная. Обратите внимание, она больше не крутится. И вот такую пряжу перерабатывать одно удовольствие. Итак, очень важно, если пряжа в свободном состоянии раскручивается, это неравновесная пряжа. Если ее конец начинает раскручиваться. Если же мы ее отмотали с паковки и она не крутится, эта пряжа равновесная. Почему неравновесная пряжа это не очень хорошо? Представьте, в процессе ткачества у вас упало натяжение, нить образовала сукрутину. Это обрыв. В процессе вязания, не только машинного, но и ручного, у вас упало натяжение, неравновесная пряжа сразу образует сукрутины. Это, опять же, обрыв. На вязальном оборудовании это поломка иглы. А при ручном вязании, просто это невозможно будет осуществлять вязание с неравновесной пряжей. Поэтому, смотрите, неравновесная пряжа не скручивается. Как же достичь, как же придать пряже равновесности? Есть несколько способов. Первый способ – это скрутить несколько нитей в противоположном направлении. То есть, если одиночная пряжа была получена скруткой Z, с правой круткой, то затем мы берем и две нити скручиваем в противоположном направлении скруткой S. Таким образом, витки крутки компенсируют друг друга, и крученая пряжа становится равновесной, она более не раскручивается. Как подобрать крутку, это уже вопрос другой, есть специальные формулы, по которым рассчитывается крутка, для того, чтобы получить идеальную равновесность. Но обычно вторая крутка дается меньше, чем первая. То есть, если мы говорим о крученой пряже в два сложения, если первое кручение Z,
то второе кручение S. У одиночной пряжи Z, у крученой Z S. Или наоборот, S, Z. Вот такая пряжа получится равновесная. Есть второй способ придания равновесности, это термообработка. Под действием температуры в пряже снимаются внутренние напряжения, и она становится равновесной. Ну, для каких-то волокон процесс происходит быстрее, например, для шерсти, для синтетики. Для каких-то волокон сложнее, например, для целлюлозных, хлопка или льна, равновесности добиться сложнее. Ну и есть третий способ. Если вы вот эту вот катушку с пряжей положите на склад лет на 5, а лучше на 10, то за счет времени она тоже станет полностью равновесной. Не экспериментируйте. В текстильной промышленности применяется и тот, и другой способ. В некоторых случаях применяется кручение в противоположном направлении, в некоторых случаях термообработки, а иногда комбинация и одного, и второго способа. Обратите внимание, одиночная пряжа с круткой Z, когда мы скручиваем две нити в противоположном направлении, левая крутка S. Эта пряжа крученая состоит из двух нитей. Добились равновесности. Второй способ. Что это такое термообработка? Это текстиль подвергается запариванию в специальных камерах. Ну, я очень утрированно здесь нарисовал такую термокамеру в виде бочки, хотя такие применяются в текстиле. Термообработка может быть самая разнообразная. И в эту термокамеру мы погружаем пряжу и запариваем ее под действием температуры. Она становится равновесной. А может быть, это не пряжа, может быть, это носки, а может быть, это ткань, а может быть, это трикотажный джемпер, а может быть, это трикотажное полотно. В какой-то степени все эти изделия необходимо подвергнуть термообработке для того, чтобы они не скручивались. Как изменяются свойства нитей при кручении? Ну, первое, с чего мы начали, кручение применяется для увеличения равновесности. Это очень важно. Второе, снижается неравнота. Когда мы скручиваем две нити, утолщение и утонение двух нитей взаимно компенсируются, и крученая нить или крученая пряжа получается более ровной, а значит, изделия имеют более равномерный и красивый внешний вид. Увеличивается разрывная нагрузка. И я говорю не об абсолютной, понятно, что абсолютно увеличивается. Мы скрутили две нити, разрывная нагрузка увеличилась в 2 раза. Но увеличивается и относительная разрывная нагрузка. Если не помните, посмотрите один из моих прежних роликов. Смотрите, что это значит. Вот у меня две нити, а когда я их скрутил вместе, то при кручении дополнительно увеличиваются точки соприкосновения между ними. Дополнительно появляются новые силы сцепления, новые силы трения. А значит, увеличится разрывная нагрузка в данном случае не в 2 раза, а там в 2,1 или в 2,2. Это зависит от различных факторов. Кроме того, у нити или у пряжи увеличивается разрывное удлинение. Это лучше при эксплуатации изделий. Увеличивается эластичность. Изделие дольше сохраняет внешний вид и свою форму. Увеличивается стойкость к стиранию, и у изделия появляется такой благородный блеск. Кроме того, при кручении можно получать самые разнообразные внешние эффекты на пряже. При скручивании нити разных цветов, разной линейной плотности с разными эффектами, это тема вообще отдельных передач, можно получать пряжу самой-самой разнообразной структуры для того, чтобы разнообразить ассортимент своих изделий. Но это уже совсем другая история. Но также достигается за счет кручения. От чего зависит, какую пряжу мы будем использовать в изделии? В ткани, например, или в трикотаже. Одиночную или крученую? Ну, в принципе, от следующих факторов. Например, если мы производим легкие одежные ткани. Что это значит легкие? Это платиновый ассортимент, рубашечный ассортимент и в том числе тонкое постельное белье. Для этого чаще используется одиночная пряжа, реже крученая. Почему?
Нам нужно получить ткань очень тонкую. При скручивании двух нитей увеличивается линейная плотность. Нам нужно получить легкую, тонкую ткань. Поэтому пряжу берем одиночную. Но нам необходимо, чтобы ткань затем не перекрутила, чтобы ткань не перекосила, чтобы у нее сохранился тот внешний вид, который мы задали. А значит, нужно, чтобы пряжа не выкручивалась в изделиях. А ведь мы помним, что одиночная пряжа старается раскрутиться. Как же этого добиваются? Дело в том, что в технологии производства ткани есть очень много операций, связанных с термообработкой. Например, нити основы проходят шлихтование, где подвергаются воздействию температуры. При шлихтовании равновесность уже становится немножко выше. Ткани обязательно проходят отделку, крошение, ширение, где также все это происходит при повышенной температуре, где дополнительно происходит увеличение равновесности. И ткань становится более равновесной, более формоустойчивой, и ее так не выкручивает. Кроме того, в ткани, вспомните, это система переплетения нити основы и утка. И нити утка удерживаются этим взаимным переплетением, которые также мешают нити начать выкручиваться в обратную сторону. Поэтому для ткани этот вопрос не стоит так остро, как для трикотажных изделий. Если мы говорим о тканях более тяжелых, пальтовые, костюмные, драповые, сукна, джинсовые ткани, то здесь чаще используется крученая пряжа. Чаще всего это пряжа, крученая в два сложения. Джинсы делают где-то 50 на 50, делают из одиночной пряжи и делают из крученой пряжи. Значит, скручивается пряжа на специальном крутильном оборудовании, можно скрутить 2 нити, 3 или более, тоже про это мы сейчас не говорим. Значит, для тяжелых тканей пряжа в два сложения. Если мы говорим о технических тканях, какие-то тентовые, брезенты и так далее, то там также применяется крученая пряжа в 2, 3, 4, 6 или более сложений. Теперь поговорим о трикотаже. Если мы говорим о тонком, опять же, бельевой трикотаж, майки, трусы, то это одиночная пряжа. Почему одиночная? Потому что, опять же, нам нужно получить тонкую пряжу, легкую, тонкое изделие, легкое. Здесь мы не можем использовать крученую пряжу, мы тогда не получим тот внешний вид. Значит, для бельевого трикотажа одиночная пряжа. А как сделать, чтобы трикотаж не выкрутило? Представляете, мы одиночная пряжа, она неравновесная, вяжем изделие, трикотажное полотно. Представляете, как его выкрутит? Ведь трикотажные изделия, здесь петли, они абсолютно так не удерживают друг друга, как в ткани. Поэтому трикотаж обязательно термостабилизирует. Если мы делаем трикотаж из одиночной пряжи, то термостабилизации подвергается или полотно, или готовое изделие. Но этот процесс происходит обязательно, 100 из 100. Для верхнего трикотажа, свитера, джемпера, шапочки, шарфики, чаще всего используется крученая пряжа в два сложения. И несмотря на то, что крученая пряжа в два сложения равновесна, тем не менее все равно все изделия после процесса вязания происходит термообработку на специальном оборудовании. Чулочно-носочные изделия, носки получают из крученой пряжи в два сложения. В основном, несмотря на то, что опять же крученая пряжа в два сложения равновесная, обязательно носок проходит после процесса вязания операцию формования, для того, чтобы у него был красивый внешний вид, он был формоустойчивый и он дольше сохранял свою форму. Швейные нитки и ниточные изделия получают из пряжи в 2, 3, 4, 6 и 9 сложений. Это крученая пряжа. А швейные нитки делают одно- и многокруточные. В некоторых случаях несколько нитей крученых еще раз кручивают между собой. Такая пряжа называется многокруточная. Если же мы говорим о ниточных изделиях, это нитки для вязания и вышивания, например, известные вам, наверное, нитки мулине. Они получаются многокруточные в 12 сложений. Эти нитки тоже сначала скручивают, а потом еще могут быть и процессы терморелаксации. При крошении они обычно происходят. То есть для разного ассортимента мы где-то получаем пряжу одиночную, а где-то крученую. И решаем при этом вопросы равновесности.
кручением и термостабилизацией. Как крученая пряжа обозначается? Ну, во-первых, я не зря поставил ударение. Крученая пряжа. По-английски она называется ply yarn. Если несколько крученых нитей скручиваются вместе, это multiply yarn. Также в простонародье на производстве часто называют двойка. Это пряжа в два сложения. Пряжа в два сложения, ну, это правильный технический язык. Не путать с такими названиями, как двунитка, трехнитка. Двунитка, трехнитка говорят, когда идет речь о трикотаже, когда мы в одну петельную систему заправляем 2 или 3 нити. Вот это называется однонитка, двунитка, трехнитка. Не имеет это отношения к крученой пряже. Давайте посмотрим разные обозначения. Вы помните, что есть разные нумерации линейной плотности в текстиле. Если система нумерации идет в текстах, тогда записывается, посмотрите как, 20 текст в 2. Это значит 2 одиночные нити по 20 текст скрутили в 2 сложения. Суммарная линейная плотность получится сколько? 20 на 2, 40 текст. 10 текст в 2 и в 2. 10 текст скрутили в 2 нити, получили 20 текст. Скрутили еще 2 такие нити между собой, получили 40 текст. Вот через знак умножения показывается число кручений. Если же у нас система измерения линейной плотности в номерах метрических или в номерах английских, то количество кручений показывается через знак дробь. Например, номер 20 разделить на 2, это значит пряжа 20 номера, это 50 текст, скрученная в 2 сложения, но через знак, через косую черту, через знак делить. То же самое и в английских номерах. Пряжа номер 16 в 2 сложения, пряжа номер 40 в 1 сложение. На бирках, ниток, пряжи всегда вы увидите эти обозначения. Вот мы видим пряжа NE42, NE82, номер метрический 10 в 1 и так далее. Ну и тексты, линейная плотность в 2 и более сложений. Спасибо за внимание. Сегодня вы узнали о том, что такое крученая одиночная пряжа. Всего хорошего.